Рада вас видеть на своем канале, посвященному аэрографии для начинающих и обучению аэрографии онлайн. Сегодня я вам отвечу на вопрос, почему же плюется ваш аэрограф, какие могут быть причины и как их решить. Первой причиной проблем с аэрографом, вернее с линией, либо с тем, что аэрограф у вас забивается, практически всегда является краска, краситель, которым вы рисуете. Я рекомендую использовать специальные краски для аэрографии. Сейчас я про них вам расскажу. Краски для аэрографии существуют разные по качеству от разных производителей. Я рекомендую использовать для аэрографии краски для аэрографии Schmincke, либо Wicked Colors. Сейчас фирма Createx, которая выпускает краску Wicked Colors, выпустила новую краску, которая называется Createx Illustration. Она тоже крутая. На самом деле красок очень много для аэрографии, выбор очень большой. Я поэтому чуть позже запишу вам видео про те краски, которыми работаю я. Из всех красок, которыми пользовалась я рекомендую все-таки краску Schmincke. Она самая прикольная из тех, что я когда-либо пробовала. Вторая причина, почему аэрограф забивается, либо линию вашу рвет, вытекает из первой причины. Опять же, краской. То есть вязкость, консистенция, на которую вы, к сожалению, никак не можете повлиять, потому что на нее уже повлиял производитель. Если вы используете краски, допустим, Wicked Colors, а не краски Schmincke, например, то у вас будет проблема какая? Вам придется разбавлять краску специальным разбавителем, либо разбавлять краску, например, водой. И вы не всегда знаете, какая консистенция должна быть у вашей краски, особенно на первых порах, если вы только начинаете. Поэтому, если вы не хотите тратить время на привыкание к краске, то вы должны выбрать краску, которая готова к употреблению, в данном случае Schmincke Aero Colors. И третья причина — это, конечно же, аэрограф. В нем кроется очень много осадка, который мешает вам рисовать. Я сейчас расскажу об этом немножечко поподробнее. Это забитый аэрограф, грязный аэрограф. То есть у вас краска забила аэрограф, либо у вас внутри аэрографа, вот здесь в теле аэрографа осадок, либо непосредственно в сопле аэрографа, в дюзе аэрографа забилась краска. Что вам необходимо сделать? Взять, разобрать аэрограф, почистить соответствующие части аэрографа. Хотела сказать, что четвертая причина — это мы, но на самом деле нет. Хотя нет, да, четвертая причина зависит больше от нас, от наших кривых ручек. Самое ужасное и самое противное — это когда у вас повреждено сопло и игла. Сейчас попробую показать на черном, да? Вот, обратите внимание, это сопло у меня поломанное. Вот в идеале его, конечно же, не восстановить, поэтому его придется заменить. Ну и, соответственно, иголка такого вида не может выдавать четкую, красивую, тонкую линию. Соответственно, ее в идеале тоже необходимо поменять. В данном случае, в этой ситуации, иголку, конечно, можно попробовать выровнять, но вот такое подобное сопло, конечно же, вы уже никак не выровняете, ничего с ним не сделаете. Поэтому я хочу с вами поделиться маленьким лайфхаком. Берете аэрограф, берете свою волшебную руку и накручиваете шланг от аэрографа, делаете такую небольшую петлю на руку. И теперь, если вдруг ваш аэрограф выскользнет из ваших волшебных рук, вот так, оп, он у вас повиснет непосредственно на руке. К сожалению, краска вытечет, если у вас бачок не закрыт, но самое дорогое, иголка и сопло будут в сохранности. Если я вам помогла, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте, что у нас есть бесплатный стартовый курс для новичков. Ссылочка под этим видео. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Не забывайте о подписке. Пока-пока.